10 лет назад компания друзей отправилась в путешествие. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру. И даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу «Орел и решка». Пам-бам-барарам. 530 выпусков. Десятки звездных ведущих. 60 миллионов телезрителей во всем мире. Миллиард просмотров на Ютубе. О нас говорила даже Мадонна. Понеслась! Я впервые что-то выиграл! В честь десятилетия мы дарим нашим зрителям 10 выпусков, которые проведут суперзвезды. С днем рождения! С днюхой вас, друзья! Поздравляю. День рождения! С днем рождения, Решка. С десятилетием больше путешествуйте. Открытых границ! И отрицательных тестов на коронавирус. С десятилетием! Люблю до чертиков! Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с «Орел и решка» — это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все, вместе с премиальной картой MasterCard. Вот это уровень, вот это я люблю. Важно знать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Добрый день, встречайте Александру Гудкиш. И Жоау Дорнейру. Обригадо, обригадо, обригадо. Встречайте новых звезд «Орла и решки» Александр Гудков и Иван Дорн. Жарю утром Альвин и танцую один, остальные стесняются. Иван Дорн – настоящее явление в музыкальной индустрии. Его треки уже 10 лет качают клубные танцполы. Застывшей весной закат унес тепло с собой. Музыкант, певец, актер и основатель музыкального издательства «Мастерская». Наш второй звездный ведущий – популярнейший шоумен Александр Гудков. Капитан команды КВН Федор Двинятин. Автор и актер Comedy Woman. Телеведущий и скандальный клипмейкер. Его ролики набирают десятки миллионов просмотров. Хотим поздравить с юбилейным сезоном шоу «Орел и решка». Да. Пожелать им целого канала, чтобы 24/7 крутилось только «Орел и решка». И пульт такой, чтобы была одна кнопка, и любой канал, чтобы превращался в «Орел и решка» в любом мире. Везде. Вот. Ну, С днем рождения. У тебя круче. С юбилеем, да. Ну ладно, Извини. возьмем твой. Ну Сегодня что? мы приехали покорять неизведанную Португалию. Ты был в Португалии? Да. Я тоже. Да, но я ее не изведывал. Да. А сегодня мы это сделаем. Ты вообще когда-то в «Орел и решке» Я вообще-то фанат смотрел? «Орела и решки», я знаю все. А я ты так знаешь пару раз правила? смотрел, когда в очереди сидел. Давай бросать монетку. Решка — это же вот так? Я не знаю. Орел и решка. Ну и решка. Тогда я орел. Орел. Все, до свидания. Будем. Чё, и получается, я бедный? Получается, я бедный? Я, получается, богатый. Ну ладно. Как есть, так и есть. Ну, хочешь поменяемся? На. Да нет, все, ставь, и, наверное, яблочко тебе тоже пригодится. Давай. Шуруй, давай. А я пойду Ну, тогда поживу Это еще другая, раз. это монета-то такая была. Она там все с орлами. Мужчина. Ну что дальше-то? Дальше-то что? Давайте
Давайте нам суточные. Ну, давайте нам карточки быстренько. Что, задержка? Я живу тут уже 2 минуты, как бедный. Где мои бабки, карты? Все. Как меняет все-таки человека богатство. Сразу же провонялся. Поешь песка. При слове «Португалия» все сразу представляют себе города Лиссабон и Порту, портвейн и цветную плитку азулеж. Ну сколько можно? В Португалии еще уйма необычных, удивительных, неизведанных мест, странных традиций и безбашенных развлечений. Сегодня мы покажем вам Португалию, которую вы еще не видели. И начнем с маленького городка на берегу океана Назаре. Португалия. Я могу позволить себе все. Я здесь как царь, как бог. Хочешь шик, хочешь блеск. Но я всегда, честно говоря, от этого бежал. Мне не хотелось быть богаче всех, блестяще всех. Хотелось просто всегда что-то для души. Хотелось атмосферы, хотелось романтик. Именно поэтому я выбрал себе вот такой автомобиль в этот раз. Я выбрал старую добрую классику. Volkswagen Multivan 90-го года. Сейчас объясню, почему идем. Это не просто автомобиль, ребята. Это автомобиль для серферов, потому что Назаре — это мекка серферов. Проходим дальше. И это непростой миниван. Это миниван с сюрпризом. Встречайте, миниван, укомплектованный настоящей квартирой внутри. Посмотри, как просторно. У меня есть диван, у меня есть раковина, у меня есть выносной столик, ёперный бабай. Смотрите, боже, как круто. Есть посуда внутри. Серферы, приезжая на берег моря, могут ожидать большой волны или нужной им волны не часами, а целыми сутками, иногда неделями. Для этого нужна целая квартира с собой, в которой ты можешь жить, готовить, спать и проводить в ожидании волны романтические дни. Я поехал. Сейчас. Секундочку. Вот не в ту сторону сейчас. Сейчас тут проблема. Да что ж такое? Сейчас, секундочку. О! Чего не кладут в эти рюкзаки? Нифига себе, они дают пустой рюкзак. Прикол? А как жить-то? Нельзя яблоки? Ладно. Куртец, если на всякий случай. Так, это маски. Дополнительные трусы, носки, все. Городок Назаре идеально подходит для бедного уикенда. Тут ни вокзала, ни аэропорта, только мини-автостанция. А на самом деле все удобно. Село маленькое, не нужно ни такси, ни автобуса, только пешком ходишь. Вот Дорн обзавидуется на своей такси, на своем такси. Dá-me o sol sobre a água pura de abril. Numa manhã de primavera, o som do mar e o som do seu sono. Algo que agarrar quando você não estiver. Назаре. Самая настоящая неизведанная Португалия. Могу поспорить, мало кто из вас здесь бывал. А зря.
Посмотрите, какая тут красота. Прямо на берегу океана. Маленькие узенькие улочки, невысокие домишки, маленькие автомобили. Все очень компактно, как будто все в уменьшенном масштабе. Смотрите, тут есть даже своя мини-арена для корриды. Назаре – это чуть ли не самый старый рыбацкий городок во всей Португалии. Тут нет ни орущих туристов, ни надоедливых мигрантов. Все чинно, пристойно, как у бабушки в комоде. Вообще, как я понял, Назаре – это двухэтажная деревушка. Тут на первом этаже находится новая часть города, а вон там, выше, находится старая часть города. И там самые лучшие виды. Ну, как мне сказали. Идем наверх за лучшими видами. Подниматься надо хоть и на невысокую, но гору. Тут ее все называют Ситио. Раньше на гору Ситио можно было подняться на фуникулере всего лишь за 2,5 евро. Во время пандемии, конечно, фуникулер закрыли, и, мне кажется, правильно сделали. Ничто не заменит здоровый образ жизни. Еще 2,5 евро сэкономим. Дыхалка, конечно, ни к черту. А вообще жарко, пока никто не видит. Надел термобелье экстра warm. Оп! Сразу легче идти стало. Вот это красота! Можно было бы сразу поехать тратить деньги. Но как можно не полюбоваться океаном? Приехали. Опс. Окей. Сейчас мы только отсюда выйдем и насладимся Португалией до конца, собака. Ручка забыл стоять. Я тем временем дотопал до старой части Назаре. Говорят, что именно здесь находится обзорная площадка с лучшим видом в Португалии. Пугайну чайку, милое дело, это же те же крысы, только с перьями. Ничего себе! Вообще просто благодать. Вот сейчас, смотри, смотри! Смотри, смотри, давай! Португалия! Я здесь! Назаре! Вообще получается, что мы находимся сейчас в самом центре Португалии. Если вот тут как бы верх Португалии, тут низ Португалии, Назаре находится прямо вот здесь. То есть считай, что это пупок. Португальский пупок. Не верится. За год, первый раз за год я выехал на море. За чужие-то деньги. Просто кайф. Целую ножки, орлу и решки. Вот куда еще обязательно надо сходить в Назаре, так это на его главную достопримечательность. Это старый маяк. Вход символический, 1 евро. Вообще Назаре был никому неизвестным рыбацким поселком, пока не изобрели интернет и в нем не появилось вот такое вот видео.
Тогда мир узнал, что на заре — это место, где рождаются самые большие волны на планете Земля. Они тут бывают высотой в 30 метров. Такая по самую крышу накроет 10-этажку. И самое невероятное, что это все происходит не где-то там в океане, а прям вот тут, вот у берега. Дорогие телезрители, рубрика «Географическая справка». Почему именно здесь создаются самые гигантские волны в мире? Потому что здесь под водой находится гигантский каньон, в котором вода как по трубе, как бы вверх, и как по трамплину просто выплескивается наружу гигантской 30-метровой волной. Отмотайте, пожалуйста, волны назад. Супер! Как у Нолана прям в фильме. Спасибочки. Давайте еще раз посмотрим на эту высоту. Лично я вот от такой мощи бы просто добежал, куда глаза глядят. Я здесь до сих пор боюсь стоять. Но появилось целое движение Big Wave Surfing. Это катание на больших волнах. Волнах. Ну, не знаю, ударение сами справите. В чем разница между богатыми и бедными? Бедные могут только смотреть на то, что могут позволить себе богатые. А я могу позволить себе прокатиться по суперволнам. Стоит это нереальные 3000 евро. И поможет мне в этом суперпрофессионал. Сейчас я иду знакомиться с человеком, с которым не имел возможности познакомиться, будучи бедным. Это Жоао де Маседо. Встречайте. Жоао де Маседо входит в 5 лучших серферов на гигантских волнах. Он первый европеец, квалифицированный международной серферской лигой. В общем, круче в Португалии не сыскать. Какая самая высокая волна, которую ты покорил? Моя самая высокая волна была 20 метров в высоту, но мировой рекорд — 24 метра. А как определяют победителя? Это очень забавно. Сначала по фотографии измеряют высоту серфера, потом высоту волны меряют в серферах, а то, что получилось, переводят уже в метры. А вы на серфинге зарабатываете? Серфинг — это больше страсть, чем спорт. Награды здесь не сравнить с теннисом или бейсболом. За самую большую волну в сезоне можно получить $55 тысяч. А как вообще катаются на таких волнах? Самостоятельно серфер не может взобраться на такую волну, поэтому его на гребень вытаскивает напарник на гидроцикле. На самом гребне волны гидроцикл отцепляет трос и уходит в сторону, а серфер съезжает по волне вниз. Ну или не съезжает, это как повезет. В общем, сегодня мы попробуем сделать с тобой то же самое. А какие сегодня будут волны? К сожалению, супер маленькие. Но тебе больше и нельзя. Волна накроет, костей не соберешь. Мы с напарником потаскаем тебя за собой. Заодно и потренируешься. Let's go. Здесь рождаются самые большие волны. Да, они заполняют все здесь. Доходят до вершины скалы? Гораздо выше.
честно говоря, сказать, что это вау, как приятно? Нет. Приятно. Во-первых, вода холодная, во-вторых, волны. Блин, это настоящий экстрим. До первого раза, пока ты не упадешь, это страшно. Дальше уже нормально. Вот. Но очень быстро устают руки. Вот. Но в тот момент, когда ты едешь, и у тебя получается, ты доливаешь эти волны, ты подпрыгиваешь на хребтах, ты думаешь, вау, вот сейчас я как бог. Вот, так что, собственно, это испытание, но оно того стоит. Я доказал, что у меня прочные яйца и богатые, золотые. Очень маленькие сейчас, очень маленькие. Вообще в Назаре туристу со $100, либо еще меньше, в принципе, смотреть не так много есть чего, но что можно делать бесплатно, и это сделать надо обязательно, познакомиться с местными колоритными бабушками. Я фанат бабушек, так что надеваем маску и идем к ним. Бабушки городка Назаре – отдельная достопримечательность. Они ходят по улице в традиционной одежде, в которой ходили еще их прапрабабушки. Они носят особенные семерные юбки. Ну или 7 юбок, кому как нравится. Вот. Пожалуйста. Сейчас я скажу одну фразу. По-португезе. Você tem uma saia linda. Sete saias. Это 7 юбок. 2, 3, 4, 5, 6. Стоп. 7 юбок. Это неделька наша называется. Пурки. А почему так много? Наши юбки символизируют волны в океане. Первая волна самая большая, вторая поменьше, третья еще меньше, меньше. А после 7-й волны море утихает. Как 7 волн. То есть эта юбка олицетворяет Атлантический океан и всю Португалию. Первая юбка самая сильная. Вот она. Простите, что я делаю. А 7-я юбка самая тонкая, то есть самая пологая. О, я все понял. Ура! Но, конечно, каждая бабушка рассказывает свою версию 7 юбок. Кто-то говорит, что в пышных юбках было удобно ждать мужей рыбаков на берегу, а если пошел дождь, то верхней юбкой можно было накрыться. А кто-то и вовсе говорит, что это такой бьюти-тюнинг. Просто в 7 юбках бедра становятся полнее и сексуальнее. На самом деле эти юбки не носят в городе или везде не потому, что они там старые или там они там какие-то винтажные. Дело в том, что они очень дорогие. Вот сколько стоит одна вот такая юбка? Больше 1000 евро. Это ж ручная работа. Так вы богачка, вы миллионерша, получается. Миллионерия. О, да, во всем мире практика. Что, бабушки кормят бычков. О, вот это я понимаю. Так, ну раз это неизведанная Португалия, значит сейчас мы откроем для вас неизведанный деликатес. Внимание, уберите детей от экранов телевизора. Не то чтобы это вредная штука, просто очень уж страшная. Это деликатесное страшилище Минога. По моему заказу в реке Мондегу мне поймали пару жирненьких миног. Какая стрёмная, ты посмотри. Ух, какая! Вот о чем я вам говорил. Посмотрите, какая тварь. Помните фильм «Дрожь земли»? Посмотрите, какие зубы. Ох, какая она слизкая. Ух, какая противная. Минога — это не рыба и не червяк-переросток. Это древнее существо, которому 350 миллионов лет. Минога — паразит. Пол головы у нее занимает здоровенная присоска, изнутри покрытая острыми зубами.
ею Минога присасывается к рыбе и как пиявка выпивает из нее всю кровь. О! Вот о чем я говорил. Вот эти зубы. Вот эти зубы. Это по праву обладатель самого смертельного поцелуя. Обратите внимание на жабры. Видите, какие они? Это просто ряд дырок. Они какие-то такие нестандартные. Вместо костей у Миноги сплошной хрящ, а вместо чешуи кожа, покрытая ядовитой слизью. А еще у нее всего одна ноздря и есть третий глаз на затылке. Всю свою жизнь Минога живет в океане, а зимой заплывает к нам в реку, чтобы отложить яйца. Минога долго плывет против течения. Так она теряет всю свою ядовитую слизь, становится мясистее и превращается в деликатес, который мы продаем по 50 евро за штуку. Ну что, поедем, приготовим, попробуем, да? Мне деликатесы вообще ни разу не светят. Пацаны, сухая рыба. Куда нужно было ехать в Португалию, чтобы воблы поесть? Еще один символ на заре – это сушеная рыбка всех размеров и мастей. Представляете, прямо на пляже стоят огромные такие сетки, где сушится именно вот эта вот рыба, которую они продают. Просто выглядит как будто гигантская какая-то арт-инсталляция, как будто в музее под открытым небом. Гигантские сушильни. Главная звезда здесь ставритка. Она тут бывает двух видов. Очень сушеная, которая вялится под солнцем 3 дня. И слегка сушеная, которая вялится всего 1 день. Запах, такой запах. Коронавирус убивает полностью. Я решил набрать себе разной. Quanto custa? 5 euros. Ну, начнем с большой. О, похоже на стельку. Пахнет, кстати, тоже стелькой. Ну, пробуем. С Богом. Если есть в словаре слово «пересоленное», то там должна быть вот такая фотография. Соленая! Пробуем другую, менее соленую. Ту, которая день вялилась. Вообще другое дело. Похоже на желтый полосатик. Я когда был в институте студентом, мы такую на парах ели, чтобы есть не хотелось. Еще сухарики с семгой со вкусом. Воняло от нас знатно. Вот это норм. Миногу богачу, где попало, не приготовят. Только в специальных ресторанах вроде вот этого. Кода Зеня. Главный ингредиент блюда из миноги – это ее кровь. Поэтому ее спускают, пока тварюка еще жива. Из-за того, что минога всю жизнь пила кровь других рыб, своей крови в ней больше, чем в курице. Миногу маринуют в смеси ее собственной крови и красного вина. А потом тушат в этом же маринаде. Когда минога готова, в оставшейся кровавой винной жиже варят липкий рис. И получается изысканный португальский деликатес. Бон аппетит! Так, ого. Фу. Боже, какая отвратительная история. Удивительно. Вот этот сладковатый привкус речной рыбы и абсолютно нет костей. Рыба зачет, несмотря на то, что она очень страшная выглядит, она все равно она вкусная. Она подается вот с таким гарниром. Напомню, это рис, который плавает в смеси вина и миножьей крови. Ризотто прям очень похоже. Крови я не чувствую, отвратительного привкуса нет. Есть однозначно винный, есть прекрасно сваренный рис. Оно отлично сочетается с этой рыбой. Класс. Я ставлю 5 баллов. Это эксклюзивная, неизведанная еда, она не популярна в других местах. И я советую вам это попробовать. Приехать сюда и попробовать. Тут, конечно, белье висит всегда, балконы, прищепки. Супер.
Слушай, подожди, мы же жилье с тобой не нашли. А где ночевать-то? Знаешь? Ну, ты должен же знать, в Орле Решке где-то там ведущий находит жилье. Ну, в смысле нет? А что, мы на улице, что ли, будем спать? Ну, пошли. Пойдем спрашивать тогда. Дешку. Specie fra onde incontrar alojamento barato a Nazaré. Va, alojamento barato. Alojamento barato. Alô, Lena? Она кому-то звонит. Tens algum quarto para alugar? Ok. Другой дом не видимо. Vais por ali. Что? Por ali para cima. Ой, E это... já tens, vais virar e tens alojamento. Lena Mafra. Лина Мафре. Лина Мафре. Ок. Ок. Лина Мафре. Ну все. Вы думали, что... Бригада. Obrigada, tchau. Я буду ваш любимый внучок. Чао. Свой серферский автомобиль я припарковал возле въезда на эту территорию, потому что он будет вряд ли подходить под внешность замка, в котором я сегодня буду ночевать. Я буду жить в настоящем дворце, который был построен в конце 19 века предпоследним португальским королем Карлушем I Мучеником. А сейчас здесь отель «Буссаку», в котором останавливаются монархи, президенты, кинозвезды, писатели и прочая знать. Ромео! Гудков! Кто не знает, а я и сам не знал, дворец построен в стиле мануэлино. Это когда свалили все стили в кучу, готика, ренессанс, мавританский стиль и добавили щепоточку восточных мотивов. Получилось дорого-богато, только еще дороже и богаче. Hello. My name is Van Dorn. I want to live in a president номер, будь ласка. Who was living there? Famous one. Yeah, a famous one. The king, the prince. And the Prince of Portugal. And Japanese Imperator was living here? Oh, yes. And Nicole Kidman was living here? No. Not Nicole It's Kidman. You pity. have Agatha Christie. Агата Кристи? Вау. Ну что, вот и мой номер. Королевской. Я здесь буду жить? Боже, я раньше видел такое только в музеях. Посмотрите, какие расписные стены. Аутентичные, натуральные, сохранившиеся с тех времен стульчик. Здесь я буду завтракать. Боже, как прекрасно. Ой, смотрите, вот это ванная, вот это ванная. Вот этот унитаз, на котором сидел японский император. Голый. Ой, хорошо. А вот здесь он чистил зубы и сплевывал зубную пасту. Прекрасная ванная. Даже боюсь представить, какие знаменитые задницы здесь лежали. Ой. Ну и, конечно же, самая главная комната. Это то место, где я буду спать. Это та самая кровать, на которой спал король. Здесь лежала королевская семья, вся королевская чета. Возможно, все вместе одновременно. А теперь здесь один буду лежать я. Знаете, это не самый дорогой номер в моей жизни. Как вы думаете, сколько он стоит? Буквально секунда. 650 евро. 650 евро за этот музей, в котором ты оказался. За эту пыль историческую, натуральную, неподдельную. Да... И попробуйте, скажите, что это для вас изведанная Португалия. Нет. Я прячу вот $100. Убедитесь, что это они. Кому-то на счастье. Кидаю. Да? Все готовы? Эй, не слышу. Лебеди. Бутылка спрятана на территории неизведанного дворца Буссаку. Ищите ее в каменной стене в парке за стоянкой автомобилей. Все, спрятали. Как найдете, отпишитесь. От Гудкова.
Закат унес тепло с собой. Ниже тебя нужно вернуть. Вот он. По совету Доньи Консисау я пришел искать жилье у Доньи Елены. Алло, Донья Елена? Лоджименто барато. Sì, è qui Tankaseft. О, я нашел. Донья Елена сдает несколько квартир, и, видимо, в одной из них я буду жить. Ну, звоночек уже... Что? О, да тут бомба! Quanto custa uma noite? Per una noite, Per un- 50. Oh, no. Sì, disinfettante. Very expensive, very. Карантин, ковид. Ok, ok. Напишите. Minimum, 40. minimum. Ну, все, по рукам. Вот так, вот так. Оп. Ну что, начинаем наш рум-тур. Что у нас тут? Комод. Надеюсь, похоже на урну с прахом. С прошлыми. Не, нормально. Кухонка, тут все нормально, водичка. Пожалуйста, обеденный стол, кого хочешь, зови. Микроволновочка, стиралочка. Уже с грязным бельем. Да посмотри, как классно. Вот это встроенное все. Вот сервис. Ого! Да тут, как бы говорится, мини-каюта. Горячая вода есть. Ёршик присутствует. Ха-ха! Тут же еще второй этаж есть. Нормально так, за 40 евро, как говорится, двухуровневая. Только вход тут сразу как бы на колени. И получается, вот такая квартира за 40 евро. Блин, ну это получается половина моих денег. За один день, да? А еще завтра жить. Ну да. Слушай, я так поначалу что-то обрадовался, а потом... Здравствуй, байковая бельишка! Португеша! В этот уикенд со мной моя премиальная карта MasterCard. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Оп, пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. I used to be alone, surrounded by the crowd. Life was just simple like the black and white. Seasons were passing by, nothing left to say goodbye. What's left beyond the day? Чего ты пришел? Ты выжил? Просто пора изо идет. Вообще просто дуба. Где кофе пьет? Приедете на юг, Орел и Решка, 10 лет. Да пошли. Где вода? Ну что, давайте посчитаем, насколько я сегодня приблизился к первой строчке журнала Forbes. Так, ну, на сегодняшний момент я как бы... я никто. Ладно. Получается, что платное развлечение мне как бы уже не по карману, но бесплатное это я могу себе позволить. Так что вперед! Птица!
Давай развлекай меня. О! В Назаре больше делать нечего. Поэтому искать бесплатные развлечения я буду в других неизведанных городках Португалии. Первый город Фатима. Масочка. Давайте везите. У меня бесплатное развлечение. А я сегодня поеду в неизведанный португальский город Коимбра. Только за богатыми развлечениями и на личном авто. Ну, вот он, город Фатима. Это настоящая неизведанная Португалия. Вообще Фатиму называют городом, в котором можно замолить абсолютно все грехи. Город Фатима считается в Португалии священным. Тут творились настоящие чудеса. Говорят, 100 лет назад к 3 местным пастушкам являлась сама Дева Мария. Она передавала детям пророчества, которые потом сбывались. И в честь этого чуда в городе построили базилику и площадь для молитв, на которой может уместиться 200 тысяч человек. Ну, правда здоровенная, а? Просто мощь. Если в Каннах есть красная дорожка, тут в Фатима есть дорожка белая. Тут ходят не звезды, а ходят одни грешники. Чтобы как бы замолить свой грех, нужно пройти весь этот путь только на коленях. Вообще Фатима — это настоящая какая-то лечебница, потому что тут не только можно замолить грехи, но можно еще и вылечиться. Тут целый анатомический восковый театр. Короче, то, что болит, то и нужно сжечь в каком-то супер огне лечебном. Тут есть ноги, тут есть восковые руки, голова, даже органы. Допустим, шея за 2,5 евро. Лига, это печенка, восковая печенка. Боже, это же кишечник. 4 евро. О, легкое. В разгар коронавируса надо сжечь легкое, чтобы, как говорится, профилактики. А это что? Мама дорогая, это же груди. Можно сжечь груди. Сколько стоит грудь? 3 евро. Как-то не по-христиански сжигать груди. Я не удержался и купил себе ногу, потому что в вашем Орле и Решке мы тут 40 километров прошли, мало ли сколько еще пройдем, так что нужно беречь ноги. Как говорится, берем ноги в руки и идем сжигать. Восковые части тела сжигают в огромном святилище. К нему люди несут свечи. Маленькие, побольше, а некоторые вообще 2-метровые. У всех такие длинные свечки, похожи на 6 сергей-бубки. Такая длина, можно и весь город замолить грехи. Я не знаю, куда органы вставлять. Вижу только свечки. Хочу сюда. Ну все, давай. И честно, ощущения, конечно, такие двоякие, странные. Но если это кому-то помогает, то слава богу. Но легкость на ногах присутствует, прям полетел. Я нахожусь в городе Коимбра. Во-первых, это первая столица Португалии. Во-вторых, здесь находится старейший университет Европы. Он входит в 5 самых старых университетов Европы. И, соответственно, он самый старый в Португалии. Вся жизнь этого маленького города строится вокруг этого университета. А еще в этом университете учатся студенты, из которых, как говорят, Джоан Роулинг скопировала образы своих героев из Хогвартса.
каждый день ходят в черных мантиях и соблюдают странные традиции. И у нас есть возможность увидеть эксклюзивные места. Что доступно только VIP-гостям по предварительной записи. Это приватный тур в университетскую библиотеку. Здравствуйте. Добрый день. Это Серджио. Многие умирают, так хотят увидеть, что там. Покажете нам историю Португалии? Пройдемте. Вау, посмотрите, какая замочная скважина. Вау. Посмотри на потолок, посмотри. Это одна из самых красивых и самых старых библиотек мира. Ей больше 300 лет. На полках этой библиотеки больше 60 тысяч старинных пергаментов, манускриптов и фолиантов. Здесь можно найти и бортовые записи мореплавателя Васко да Гамы, и биографию первого короля Португалии Дона Афонсо Энрикеша, и кожаную Библию начала 12 столетия, ради которой забили 1000 быков. Я хочу все знать, я хочу снова учиться. Когда приходишь в эту библиотеку, хочешь просто впитывать эти знания, каждую книгу, каждую страницу. Я опять захотел в университет. Я чувствую себя тупым здесь просто. У наших книг есть необычные защитники. Это летучие мыши, которые живут здесь. Сейчас они спят за книжными полками. Они едят библиотечных мух и личинок жуков. Ночью они улетают на улицу, чтобы попить воды, ну или съесть чего-то. И возвращаются сюда? Да, поспать. Мы можем открыть хоть одну книгу? Да, сейчас попрошу достать. Интересно, что это за книга будет такая? Про что? Возьми про футбол! Обычным туристам, которые заплатили по 10 евро за вход в библиотеку, таких раритетов не вынесут. Только VIP-гостям. Окей. Это очень особенная книга. Окей. Я просто боюсь ее трогать. Эта книга, посмотрите на цифру. 1523. Это книга 16 века. Это самая старая вещь, которую я когда-либо вообще держал в своих руках. Посмотри, какой переплет. Ух, какой, боже, какой красивый. Вот оно все дрявое. Эти дырки сделали паразит? Это жучки, которые называются книжными вшами. Но сейчас мы с ними боремся. Помещаем книги на 21 день в специальные контейнеры без кислорода. И все живое внутри умирает. Ладно, не буду больше их нервировать. Отдаю. Все. I'm done. Thank you. Уф. Ну вот еще один очередной неизведанный городок. Обидуш. Обидуш – это город за высокими средневековыми стенами. Есть это могучий замок 15 века, как в «Игре престолов». Ну, куда ж без него? Что делать в Обидуше? Ну, можно прогуляться по этой крепостной стене и полюбоваться городом. Вообще, как путешествие по Великой Китайской стене, только это не великая и не китайская. Но чаще всего сюда приезжают напиваться. А сейчас моя любимая рубрика «Тяпнем по рюмочке». Вообще, Обидуш – это столица очень сладкого, такого приторного ликера, называется джинджа, на основе корицы и вишни. И вот как раз здесь, в джинджа, вот она. Вот так себе гуляешь по Обидушу, потом бац, вполне себе, смотрите, целую джинджамат. А вот и сеньора, которая прям накапает вам, как говорится, целую рюмочку. Сеньора, please, one cup. 1 евро, 1 cup. А что, это шоколадное? Да посмотри, какие мерзавцы. Они вместо пластикового стаканчика бездушно придумали, как говорится, полный ресайкл. Это шоколад. Шоколадная рюмочка, полная ликера. Как говорится, и поесть, и выпить. Ну, чин-чин.
Very sweet. Very sweet. Как думаете, почему я взял вторую? Потому что первую, оказывается, выпил неправильно. Джинджу нельзя пить шотом, залпом. Надо ее подтягивать, потому что это приятный, тягучий напиток. Вот смотрите, как правильно. Ой, опять неправильно. Такая тяжелая работа у вас на Орле и Решке. Ну просто. Придется третью заказывать, что ли? Я тут узнал, что пить джинджу из шоколадного стаканчика – это вообще не древняя традиция. Ее придумали 20 лет назад, чтобы таким образом заманивать туристов. Ну ведь не мерзавцы, а? Ну ты бригада. Бригада, бригада, бригада. Bye. 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 Thank you. Bye-bye. Very tasty ginger. Ginger. Oh, da tita tita. Ginger. Ginger, ginger, ginger. Ginger, ginger. Ha ha. Oh, there ginger. There ginger. There ginger. Oh, ginger. Oh, there ginger. Ginger. Oh, there ginger. Это были удивительные 2 дня, за которые мы почувствовали себя настоящими первооткрывателями. Я просто боюсь ее трогать. Нам удалось увидеть целых 4 неизведанных португальских городка. Просто мощь! Попробовать неизведанную еду. А также познакомиться с неизведанными традициями. Правда, для этого пришлось изрядно попотеть. Пришлось немного померзнуть. Чуток посидеть на сухом пайке. Соленая! Испытать отвращение. Ох, а какая она слизкая. И даже сжечь кусочек себя. Но легкость на ногах присутствует. Прям полетел. Но разве это того не стоило? Сразу легче идти стало. Good call! Португалия. Такая тяжелая работа у вас на Орле и Решке. Ну просто. Какие знаменитые задницы здесь лежали. Просто кайф. Целуй ножки Орлу и Решке. Гудков! О, пожалуйста. Что? Чего? Это что такое вообще? Здорово. Здорово, родной. Вообще? Что ты театр тут устроил? Я так рад, что ты жив. Бедняга, ты хоть поел там? Да подожди, я за тебя рыбу сосал. Да, между прочим, не одну. Боже, как я рад, что мне досталась богатая жизнь. Я переночевал в хорошем замке с отоплением. Короче, все бабки были у меня. Не, вот бабки как раз были у меня. Да, и Дона Консесау, моя знакомая с 7 юбками, Дона Елена, тому, которая сдает кафельный, как говорится, домик четырехстенный. Пойдем, я тебе расскажу. Пойдем. Ну, я тебе расскажу, как жить бедной жизнью. Хочешь? Как выбирать среди слабосоленой рыбы и сильно соленую рыбу. Как можно сосать оливку целый день за щекой. Слушай, нечего сказать. Да. Нечего добавить, абсолютно. Съемки окончены! Ура! Поздравляю! Если я отсюда вылечу, это будет самое красивое увечье в истории Орла и Решки. Орла и Решки. Даже не могу выговорить. Орла и Решки. Пошла тут. У меня какая-то борзость просыпается. Потому что в Пинаково во времена Миноги была полиция. И мне нравится ходить в яму, чтобы съесть хорошую миногу. Думал, настоящий, купил за 40 евро. А это пластмассовый банан. Дорогие телезрители, да, и даже телезрители не выговорил. Давай сюда. Гудков! Все, чао, какао. Чао без какао тебе, потому что на какао ты сам заработаешь. Давай.